Ваши мысли не ваши. Каждый взгляд, к которому вы привязаны, каждое решение, которое вы принимаете, возможно, изначально не принадлежало вам. С момента вашего первого вдоха вы вошли в их игру, где ваш разум не является вашим собственным, где ваше сознание формируется силами, столь мощными, что они совершенствовали свои методы на протяжении поколений. Ваше подсознание не просто подвержено влиянию, оно принадлежит, программируется, контролируется. Но что, если я скажу вам, что реальность, в которой вы живете, цели, которые вы преследуете, страхи, которых вы избегаете, это всего лишь тщательно сконструированная иллюзия, не вами, а мощными системами, работающими за кулисами. Правительства, корпорации и СМИ освоили искусство подсознательного программирования, внедряя идеи, ограничения и желания в ваш разум, даже не осознавая этого. И вы не могли с этим ничего поделать, вы были просто ребенком. Как только вы поймете, как это работает, вы сможете, наконец-то, вырваться на свободу. Что-то из того, чем я собираюсь поделиться, может показаться невозможным на первый взгляд, но оставайтесь со мной, потому что я покажу вам научные доказательства каждого утверждения. Вы увидите, как работает эта система, почему она была создана и, что самое важное, как вернуть контроль над своим собственным разумом. Помните, что подсознание управляет 95% ваших мыслей и решений. Ваше подсознание не задает вопросов, не анализирует, оно просто впитывает информацию как губка. Это та часть вашего мозга, которая заставляет вас листать телефон в 2 часа ночи, покупать ненужные вещи и верить в идеи, которые вы никогда не подвергали сомнению. Правительства, корпорации и СМИ знают об этом и мастерски управляют вашим вниманием. Это касается не только крупных решений. Где работать? За кого голосовать? Кому доверять? Это также происходит в микромоментах. Уведомления, которые вы проверяете, заголовки, которые вы пролистываете, реклама, на которую вы мельком смотрите. Эти крошечные фрагменты контроля накапливаются день за днем, как капли воды, вырезающие камень, пока вы не начнете жить по чужому видению реальности. Это не просто влияние, это доминирование. Каждый раз, когда они крадут кусочек вашего ценного внимания, они переписывают чертеж того, кто вы есть. Вы этого не выбирали, но существует правда, которую, по их мнению, вы не должны знать. Вы больше не обязаны жить так. Сегодня вы узнаете инструменты, которые помогут вам вернуть контроль, увидеть невидимые нити и проснуться от их иллюзии. Вспомните свои самые ранние воспоминания до того, как вы научились завязывать шнурки или писать свое имя. Ваш разум уже подвергался кодированию, но это было не случайное программирование. Это был сценарий, передававшийся из поколения в поколение, созданный для того, чтобы держать вас в духовной клетке и умственной тюрьме. Почему говорят, что дети впитывают как губки? Дело не только в обучении. В возрасте от рождения до 7 лет ваш мозг работает в состоянии преобладающих тета-волн, том самом состоянии, которое позволяет гипнотизерам переписывать воспоминания или заставлять людей верить, что они живут в совершенно другом времени и месте. Это состояние, в котором ваше подсознание не просто слушает, оно подчиняется. Каждая сказка, которую вы слышали, каждый мультфильм, который вы смотрели, каждая колыбельная, которую вам пели, это не просто истории, это были последовательности программирования. Правительства, корпорации и СМИ знали, что если они смогут контролировать мысли ваших родителей, они смогут контролировать и вас, не встречаясь с вами напрямую. Почему реклама со сладостями и игрушками нацелена на детей? Не потому, что у детей есть покупательская способность, а потому, что их умы самые внушаемые. Если они поймают вас в молодом возрасте, вы будете жаждать продукты и идеалы, которые они продают на всю жизнь. Подумайте, сколько раз вам говорили:
«Будь реалистом». А в переводе это значит «Оставайся маленьким, не ставь слишком высокие цели». Или «Не отвечай», что означает «подчиняйся авторитету», даже если это неправильно. Эти фразы не просто семейные высказывания, это строительные блоки системы, которая процветает на послушании. Исследования показывают, что к 7 годам ваши основные убеждения о деньгах, успехе и самооценке уже сформированы. В 7 лет уже заложены основы вашей реальности. Ограничения, которые вы считаете неизменными, уже были заложены в вашем сознании. Вот еще более мрачная мысль. Задумывались ли вы когда-нибудь, почему сказки учат страху и подчинению? Ведь ведьмы в лесах, опасности за пределами деревни, награды за хорошее поведение – это не просто истории. Это ранние схемы, которые подсказывают вам оставаться в безопасности, доверять авторитетным фигурам и не отклоняться слишком далеко. Чем больше вы об этом думаете, тем больше осознаете, что ваше детство было не просто обучением, а кондиционированием. И это кондиционирование не исчезает. Ваше подсознание удерживает эти идеи как священные истины. Поэтому, став взрослым, вы можете обнаружить, что колеблетесь перед рисками, сомневаетесь в своей ценности или гонитесь за целями, которые даже не кажутся вашими. Вы чувствуете себя застрявшим в жизни, которая больше напоминает сценарий, чем выбор. Но правда в том, что это не ваша вина. И никогда не была. Ваше подсознание не задает вопросов, оно просто впитывает. С момента вашего рождения оно было наполнено правилами, страхами и ограничениями, предназначенными для того, чтобы держать вас в рамках. Исследования Стэнфорда показывают, что 19% ваших детских убеждений остаются с вами на всю жизнь, если вы активно не переписываете их. Хотя ваше подсознание могло быть запрограммировано, это не навечно. Оно может быть переписано. Теперь, когда вы знаете, как началось программирование, давайте поговорим о том, как оно продолжается каждый день. То, что с вами сделали в детстве, не было концом. Это была лишь основа. Реальная работа начинается сейчас, и происходит она так тонко, что вы почти никогда не замечаете. Представьте, что вы листаете свой телефон в понедельник вечером после работы. Заголовок сообщает о надвигающемся экономическом кризисе, и вы сразу же чувствуете тревогу. Затем появляется реклама, предлагающая инвестировать в золото для защиты вашего будущего. За считанные секунды ваши эмоции были захвачены. Страх переводит ваш мозг в режим выживания, делая вас более восприимчивым к их предложениям. Они создают страх, а затем продают вам решение. Таких связок может быть миллион. Это не случайность. Это точно рассчитанная манипуляция, которая происходит 1000 раз в день. Каждое приложение, которое вы используете, каждая новостная статья, которую вы пролистываете, каждое уведомление, которое вы получаете, все это кусочки головоломки, созданные для контроля вашего внимания. Ваше внимание – это не просто товар, это привязь, связывающая вас с их системой. Страх – это их любимый инструмент, а заголовки – их оружие. Страх отключает ваше критическое мышление, ставя ваше подсознание во главу угла и заставляя его искать безопасность. Именно тогда нарратив проникает незаметно, но эффективно. Затем появляются рекламы. Как вы думаете, почему ваша лента кажется такой знакомой? Алгоритмы не просто предсказывают ваши желания. Они их создают. Они внедряют идеи в ваш разум так тонко, что вы верите, что это ваши собственные мысли, подталкивая вас к продуктам, стилям жизни и убеждениям, даже не осознавая этого. Даже такая мелочь, как уведомление, не безобидна. Это психологический триггер, который напрямую воздействует на систему вознаграждений вашего мозга. Каждый раз, когда вы на него нажимаете, вы укрепляете привычку, тренируя свой разум искать их контент и оставаться подключенным. Но дело не только в вашем внимании. Они стремятся завладеть вашей идентичностью. Вы не просто покупаете продукт, вы покупаете версию себя,
более крутую, более умную, более успешную. Но эта идеализированная версия всегда недостижима, достаточно далеко, чтобы вы продолжали гнаться, тратить деньги и подстраиваться под их ожидания. Обратите внимание, как стриминговые платформы могут захватывать вас на часы с помощью функции автозапуска. Дело не в том, чтобы предоставить вам развлечение, это о том, чтобы сделать вас пассивным, превратив вас в потребителя на автопилоте. Исследования показывают, что средний человек проводит почти 5 часов в день, потребляя медиа. Большую часть времени вы проводите, не задумываясь об этом. Это более 76 дней в году, проведенных у экрана. Вы не просто смотрите контент. Вас обучают никогда не отвлекаться. Социальные медиа — это не просто платформа. Это лаборатория. Бесконечные прокрутки предназначены не для развлечения, а для контроля. Если вы дошли до этого момента, значит, вы уже начали замечать трещины в системе. Почему они избегают обучения нас тому, как оспаривать авторитет, ставить под сомнение нарративы или раскрывать полный потенциал нашего разума? Потому что они боятся сильного разума. Это о формировании послушных работников, которые будут приходить на работу и не будут задавать вопросов о том, почему система существует. Но вы не просто цель, вы участник. Каждый раз, когда вы находитесь в сети, каждый клик, репост или публикация укрепляют их систему. Вы помогаете формировать коллективную реальность, даже не осознавая этого. Каждый день вас наблюдают, анализируют и манипулируют вами не какой-то далекой властью, а экранами, которые вы проверяете десятки раз в день. Ваше любимое приложение в социальных сетях не просто развлекает вас, оно создает цифровую карту вашего разума. Каждая нравится, каждая прокрутка, даже мгновенная пауза подкармливает алгоритм, который знает ваши паттерны лучше, чем вы сами. И это не просто предположение, это обучение. Эти системы не только реагируют на ваши действия, они предсказывают, что вы сделаете дальше. Задумайтесь. Что делает император, когда народ начинает проявлять беспокойство или задавать неудобные вопросы? Он дает им зрелище или отправляет их на цирк. Римские императоры строили грандиозные колизеи, устраивали гонки и бросали людей ко львам, чтобы отвлечь население. Это делалось для того, чтобы люди были заняты ничем и не имели времени узнать правду. Сегодня у нас есть свои версии этого. Футбольные матчи, баскетбольные турниры, реалити-шоу и сплетни о знаменитостях. Недавно я слышал по радио о контракте на $200 миллионов в год для одного спортсмена. Не потому, что его работа стоит столько, а потому что цирк должен быть впечатляющим, чтобы удерживать вас в состоянии отвлеченности от правды. Но выход есть. Осознанность – ваше величайшее оружие. Как только вы увидите игру такой, какая она есть, вы сможете начать освобождаться. Условности следуют за вами на рабочем месте, в вашей рутине, в вашем мировоззрении. Фабрика подчинения повсюду. Недостаток и нехватка – это старейший трюк. Не хватает денег, времени, ресурсов. Но кто выигрывает от того, что вы в это верите? Только не вы. Когда мы думаем о клетках, мы представляем физические конструкции – решетки, замки, стены. Но самая эффективная клетка – это та, которую вы не видите, построенная в вашем сознании с убеждениями, привычками и рутиной, настолько укоренившимися, что они кажутся реальностью. Возьмите эту ложь, в которую нас заставляют верить. Работать 40 часов в неделю в течение 40 лет. Вложить свои кровные куда-нибудь и жить скромно, чтобы в конечном итоге обеспечить комфортную пенсию. Это ловушка, предназначенная для того, чтобы удерживать вас в посредственности, пока система процветает на вашем труде. Вам обещают, что правда когда-то откроется, но это всего лишь иллюзия. Вам говорят жертвовать лучшими годами своей жизни, своей молодостью, энергией и здоровьем ради зарплаты. Вас подталкивают вкладывать деньги в рынок и надеяться на рост. Но кто действительно выигрывает?
система, а не вы. Клетка – это не только ваша работа, ипотека или долги, это убеждение, что это единственный способ жить. Вам говорят жить посредством, экономить каждую копейку и инвестировать на долгий срок. Но жить посредством – это не свобода, а страх, замаскированный под мудрость. Вся схема создана для того, чтобы удерживать вас в цикле труда и потребления. Если вы хотите свободы, вам нужно сжечь этот сценарий. Забыть о том, чтобы ждать выхода на пенсию. Забыть о стратегии жить посредством и доверять системе, которая получает прибыль от вашего бедственного положения. Истинное богатство не в вашем банковском счете, а в вашей способности проснуться и выбрать, как провести свой день. Это свобода ставить в приоритет здоровье, развивать отношения и следовать своим увлечениям. Успех не измеряется деньгами. Это жизнь в соответствии с вашим высшим «я», свободная от страха, нехватки и ограничений. Пришло время изменить сценарий. Перестаньте играть в их игру. Перестаньте обменивать лучшие годы на пустые обещания. Начните спрашивать, как я могу создать свободу сейчас, а не потом. Ожидание когда-нибудь – это не просто абсурд, это самая большая ложь, которую вам когда-либо говорили. Система не просто хочет, чтобы вы были в долгах. Ей это нужно. Долг делает вас послушным. Вы менее склонны рисковать, менее склонны высказываться и более склонны соглашаться на работу, которую ненавидите, потому что вам нужна зарплата для выживания. Долг – это не только деньги, это также энергия. Когда вы кому-то должны, он занимает пространство в вашем разуме и душе. Они забирают ваше внимание, творчество и спокойствие. Система любит долги, потому что они удерживают вас в узком фокусе. Долг удерживает ваше внимание на выживании, а не на росте. Это делает вас менее склонным к рискам, к следованию своему внутреннему призванию и доверию к тому пути, который может привести к свободе. Но что, если вы вернете эту энергию? Что, если вы решите жить просто, не из состояния нехватки, а изобилия? Изобилия ясности, свободы и пространства для роста в ту личность, которой вы должны стать. Слова имеют силу, и, осознавая это, вы можете начать освобождаться от контроля, который они накладывают. Понимание этого – ключ к вашему освобождению и истинному богатству. Это не просто слова, это встроенные инструкции, несущие вибрации и значения, которые тонко формируют то, как вы думаете, чувствуете и взаимодействуете с миром. Каждое слово укрепляет идеи, нормы и системы, созданные для того, чтобы вы оставались в согласии с более широкой схемой, которую вы не написали. Как только вы это осознаете, игнорировать это становится невозможно. Вопрос тогда заключается в том, будете ли вы продолжать позволять этим словам диктовать вашу реальность, или же вернете их силу и переопределите их влияние. Истина в том, что язык сам по себе – это система влияния, своего рода заклинательная структура. Каждая буква, слог и слово несут чистоту, тонко формируя ваше восприятие реальности. Но правда в том, что так же, как язык может вас поймать, он также может вас освободить. Изменив слова, которые вы используете, вы начинаете переписывать свое психическое программирование, освобождаясь от невидимых цепей, которые создают эти фразы. Язык – это не просто коммуникация, это создание. Когда вы выбираете свои слова с намерением, вы делаете первый шаг к восстановлению своей силы и созданию реальности, которую вы действительно желаете. Когда вы используете эти слова часто, не задумываясь, вы невольно участвуете в лингвистической системе, предназначенной для управления вашими мыслями, убеждениями и поведением. Каждый раз, когда вы произносите такие фразы, вы бессознательно укрепляете эти идеи, углубляя их в ваше подсознание. И так же, как язык может использоваться для создания тюремной клетки, он также может быть использован для ее разрушения. Та же сила, которую они используют для контроля реальности,
доступна вам, если вы знаете, как ее использовать. Вместо того, чтобы говорить «мне нужно», скажите «я выбираю». Вместо «я не могу себе этого позволить» спросите «как я могу это сделать». Вместо «я пытаюсь» скажите «я делаю». Каждое изменение слов разрушает еще одну цепь, создавая еще одну трещину в их системе контроля. Но чтобы полностью вырваться из их лингвистической тюрьмы, вам нужно понять, как эти слова взаимодействуют с частотами, которые они транслируют через свою технологию. В следующем разделе мы исследуем частотную войну, которую они ведут против вашего сознания, и как защитить себя от их атак. Если язык — это их заклинательная книга, то частоты — это их палочка, и прямо сейчас вы подвергаетесь воздействию частот, предназначенных для того, чтобы держать вас в состоянии запутанного согласия. Любая музыка, исполняемая голосом или хором на каком-либо инструменте или тем более в оркестре, должна иметь свой настрой. Инструменты должны быть настроены на определенную взаимно гармонирующую частоту. Поэтому существует некая ключевая настройка на определенный тон, обычно это ля первой октавы. В древнем мире, и это подтверждают археологические находки и изучение древних текстов, музыкальные инструменты настраивались на частоту ля равную 432 Герца. В Древнем Египте музыкальные инструменты настраивались на частоту 432 Герца. То же самое мы видим в Древней Греции. Пифагор, Платон, Гиппократ и другие древние философы, мудрецы и музыканты античного мира хорошо знали значение звука, музыкального звука и правильного настроя инструментов в соответствии с законами математики и всеобщими законами Вселенной. Пифагор, знавший математическую основу музыкального строя и сам прекрасно музицировавший, мог исцелить целый город от чумы игрой на правильно настроенной лире. Практически все древние мыслители обладали способностями целителя, ибо понимали внутреннее соответствие человеческого сознания и организма светлым законам звука и гармонии. И при этом большинство из них пользовались настройкой 432 Герца. Легендарный Орфей, божественный музыкант, который своей музыкой приводил в восторг даже богов и других небожителей Олимпа, также использовал светоносную частоту 432 Герца. Великий мастер Антонио Страдивари создавал свои скрипки с живым голосом в светлом настрое 432 Герца. Музыкальная настройка на частоту 432 – это и есть настройка на вибрацию света. 432 Герца резонирует с естественными частотами Земли, согласуясь с человеческим телом, ДНК и даже водой внутри нас. Эта частота создает красивые геометрические узоры в симпатических экспериментах, что говорит о гармонии, балансе и мире. Но на 440 Гц эти узоры искажаются, уровень стрессовых гормонов повышается, ясность уменьшается, и ваше тело тонко сжимается. Это не было случайным решением. Настройка реальности была намеренным шагом, который тонко дезориентирует вас, не позволяя вам быть в согласии с природой и самим собой. И музыка — это только начало. Каждое электронное устройство в вашем доме излучает частоты, предназначенные для того, чтобы удерживать вас в определенном состоянии. Wi-Fi, маршрутизаторы транслируют частоты, которые нарушают режим сна. Умные счетчики пульсируют с частотой, которая увеличивает тревожность. Мобильные телефоны излучают радиацию, которая фрагментирует концентрацию. Телевизионные передачи закодированы с частотами, которые индуцируют альфа-состояние, подобное трансу. Подумайте о вашей повседневной рутине. Вы просыпаетесь под громкий синтетический гул будильника, пролистываете телефон с его ярким экраном и постоянными уведомлениями в течение дня. В противоположность этому существует резонанс Шумана,
Естественная частота Земли в 7,83 Гц. Это вибрация природы, ритм, который ваш мозг производит в состояниях глубокой медитации и креативности. Когда вы настраиваетесь на эту частоту, будь то поход босиком по земле, время, проведенное на природе, или прослушивание определенных звуковых произведений, вы восстанавливаете состояние гармонии, которое современная жизнь так старается нарушить. Вот почему они так усердно стараются держать вас отсоединенным от природы. Подумайте об этом. Города строятся с минимальным количеством зеленых зон. Ваше расписание держит вас в помещениях, и каждое мгновение тишины прерывается сигналом, уведомлением или криком. Это не случайно. Это система, предназначенная для того, чтобы помешать вам вернуться к чистоте, которая дает вам силу. Но есть то, что они не хотят, чтобы вы знали. Ваша естественная чистота сильнее их искусственных. Человеческое сознание, когда оно настроено на естественные частоты, может преодолеть даже самые агрессивные нарушения. Вот почему практики, такие как медитация, энергетическое исцеление и даже звуковые ванны, высмеиваются основной культурой. Это инструменты, которые могут разрушить искусственную сетку контроля. Когда вы принимаете меры, чтобы настроиться на частоту Земли, происходит нечто замечательное. Уровень вашего стресса снижается, ваша концентрация усиливается, и вы начинаете ощущать чувство мира и ясности, которые трудно нарушить. Погружайтесь в природу, проводите время на свежем воздухе, предпочтительно в местах с минимальным электронным вмешательством. Почувствуйте землю под ногами, слушайте звуки птиц и ветра, дышите ритмом земли. Используйте целебные частоты, включайте музыку на 432 Гц в свою повседневную жизнь. Он широко доступен в интернете и может проигрываться фоном во время медитации, работы или практики расслабления. Ходите чаще босиком по естественным поверхностям, таким как трава или песок, чтобы впитать электроны Земли, восстанавливая энергетическое поле вашего тела. Повторение фразы «это не магия, это перепрограммирование нейронных путей». Сочетая это с визуализацией, вы программируете свое подсознание на достижение своих целей. Каждый раз, когда вы используете слова с намерением, вы не просто говорите, вы формируете реальность. Это не просто мотивационная идея, это квантовая физика. Язык сворачивает потенциальную реальность в существование. Правда в том, что они боятся вашей способности настраиваться на вашу естественную частоту. Потому что когда вы находитесь в гармонии с вашим истинным «я», вашим врожденным ритмом, их системы теряют над вами власть. Их основанные на страхе нарративы рушатся, их искусственные нарушения, такие как реклама, манипулятивные алгоритмы и тонкая пропаганда, больше не могут проникнуть в ваше энергетическое поле. Вы становитесь непоколебимыми, недоступными и полностью пробужденными. Вот почему восстановление вашей чистоты – один из самых мощных шагов, которые вы можете предпринять, чтобы вернуть контроль над своим подсознанием и своей реальностью. Это энергия. Их влияние проявляется не только в страхе. Это влияние – тонкое подталкивание, которое меняет ваше восприятие мира, даже не осознавая этого. Со временем эти маленькие манипуляции накапливаются, пока ваши убеждения, ваши решения и ваши чувства самости больше не являются по-настоящему вашими. Так в чем же решение? Это разрушение иллюзии самосовершенствования. Самосовершенствование – это не о том, чтобы стать лучше. Идея, что вам нужно исправить себя – это величайшая иллюзия из всех. Нам продают ложь о том, что, следуя бесконечным спискам дел и сравнивая себя с другими, мы, наконец, станем достаточно хорошими. Но истинное самосовершенствование не в том, чтобы исправлять то, кто вы есть, а в том, чтобы понять, кто вы есть. Когда вы глубоко заглядываете внутрь себя, все меняется.
Вы перестаете гоняться за совершенством и начинаете осознавать свою врожденную силу. Понимание себя — это ключ, который открывает вашу способность создавать, трансформировать и проявлять свои самые глубокие желания. Правда в том, что вы не проблема, которую нужно решить. Вы — безграничная душа. Ваше представление о себе не фиксировано, а подлежит измерению. Вы не тот, кем были вчера, и вы не связаны с тем, кем вас учили быть. Высший секрет в том, что вы можете выбрать, кем быть. Вы можете спроектировать свою идентичность, свою реальность и свое будущее. Самосовершенствование не о том, чтобы соответствовать стандарту, а о самосоздании. Через самосоздание вы получаете силу видеть за пределами своих страхов, сомнений и кондиционирования. Вы начинаете создавать из точки ясности и гармонии, формируя свою жизнь изнутри наружу. Каждый день — это шанс стать той версией себя, которая соответствует вашему высшему видению. Вам не нужно исправлять себя, вам нужно знать себя. Когда вы знаете, кто вы можете создать что угодно. Если вы дослушали до конца, это значит, что вы только что сделали свой первый шаг к истинному сознанию, к пониманию невидимых цепей, которые сдерживали вас. Главное — делайте, верьте, и все у вас получится.